Дождливым осенним днем Габриэла вошла в дом своей бабушки, которая скончалась неделю назад. Дом, расположенный в старом районе, был окружен атмосферой таинственности. Высокие деревья и ухоженные сады создавали атмосферу спокойствия. Но в тот день настроение было мрачным. Габриэлу, 25-летнюю женщину, сопровождал семейный адвокат господин Алмейда. Это был мужчина средних лет с седыми волосами и в очках для чтения. Его дружелюбная улыбка попыталась успокоить Габриэлу. «Габриэла, я очень сочувствую твоей утрате», — сказал господин Алмейда, когда они вошли в дом. «Твоя бабушка была удивительной женщиной». Габриэла кивнула, пытаясь сдержать слезы. Она очень любила свою бабушку. В доме было тихо, только слышался шум дождя, бьющего в окна. Габриэла вспомнила часы, которые она провела там, играя с бабушкой. Теперь все казалось другим. Господин Алмейда провел Габриэлу в комнату, где находились документы завещания. Габриэла унаследовала дом, вещи и старую музыкальную шкатулку, которую она никогда раньше не видела. Коробка имела замысловатые детали и странный блеск. «Эта музыкальная шкатулка была изготовлена известным мастером», — сказал господин Алмейда. «Твоя бабушка хранила его много лет. Она говорила, что он особенный». Габриэла взяла коробку, чувствуя дрожь. Почему бабушка не сказала об этом раньше? Что она имела в виду под словом «особенный»? Спросила Габриэла. Господин Алмейда колебался. «Я не знаю. Твоя бабушка не объяснила». Габриэла снова посмотрела на коробку. В ней было что-то загадочное. Подписав документы, господин Алмейда попрощался. Габриэла осталась дома одна. Она поднялась в комнату бабушки, держа в руках коробку. Комната была точно такой же, какой ее оставила бабушка. Габриэла поставила коробку на стеклянный стол и открыла ее. Мягкий, мелодичный звук наполнил комнату. Это была грустная, но красивая песня. Внезапно с прикроватной тумбочки упала ваза. Габриэла испугалась. «Это странно», — пробормотала она. Габриэла огляделась, но не увидела ничего необычного. Может быть, это просто ветер. Она закрыла коробку и села на кровать, думая о бабушке. «Зачем она оставила мне эту коробку?» Задавалась вопросом Габриэла. На улице продолжал идти дождь, создавая таинственную атмосферу. Габриэла чувствовала, что что-то начинается, что-то, что изменит ее жизнь навсегда. Габриэла провела ночь в доме своей бабушки, пытаясь заснуть, но шум дождя и музыкальной шкатулки эхом отдавались в ее голове. Она не могла понять, зачем бабушка оставила ей эту коробку. Что значит «особенный»? Габриэла решила узнать больше о коробке. На следующий день Габриэла пошла на работу, но ее мысли были где-то далеко. Она работала графическим дизайнером в небольшом агентстве. Его коллега Мара заметила его отчужденность. «Габриэла, ты в порядке? Ты кажешься рассеянной», — сказала Мара. Габриэла колебалась. «Это дом моей бабушки. Мне досталась в наследство странная музыкальная шкатулка». Мара заинтересовалась. «Странно. Как?» Габриэла рассказала о коробке и вазе, которые упали. Мара рассмеялась. «Это похоже на фильм ужасов», — сказала Мара. «Как вы думаете, в этом доме водятся привидения?» Габриэла колебалась. «Я не знаю. Но что-то происходит». Мара улыбнулась. «Может быть, это всего лишь ваше воображение». Габриэла не была уверена. Она начала исследовать историю коробки, но ничего не нашла. Он посетил антикварные магазины и поговорил с экспертами, но никто не знал о шкатулке. Ночью Габриэла вернулась в дом бабушки, решив узнать больше. Она поднялась наверх в свою комнату и снова открыла коробку. Тихий звук наполнил комнату. Вдруг он услышал шаги в коридоре. Габриэла испугалась. «Кто там?» Ответа не последовало. Она встала и посмотрела в коридор, но там было пусто. «Это безумие», — сказала Габриэла, пытаясь успокоиться. Она спустилась на кухню и приготовила чай. Во время распития спиртного он заметил, что дверца холодильника открыта. Она была уверена,
что закрыло его. Габриэла начала чувствовать, что за ней наблюдают. Она огляделась, но ничего не увидела. Внезапно часы на стене перестали работать. «Что здесь происходит?» Встревоженно спросила Габриэла. Дом, казалось, жил своей собственной жизнью. Габриэла чувствовала, что ей необходимо раскрыть секрет шкатулки, пока не стало слишком поздно. Габриэла плохо спала той ночью. Странные звуки и ощущения, что за ней кто-то наблюдает, не давали ей уснуть. Она решила подробнее узнать об истории дома и музыкальной шкатулки. Может быть, я найду какую-то зацепку относительно того, что происходит. На следующий день Габриэла посетила местную библиотеку и поискала книги об истории города. Она нашла старую книгу, в которой упоминался дом ее бабушки. Согласно книге, дом был построен в XIX веке богатой семьей. Но ходила легенда о произошедшей там семейной трагедии. Габриэла также нашла статью о мастере, создавшем музыкальную шкатулку. Он был известен не только своими способностями, но и спиритуалистическими убеждениями. Одни говорили, что он мистик, другие – колдун. Ночью Габриэла вернулась в дом бабушки, решив найти больше ответов. Она поднялась наверх в свою комнату и начала рыться в вещах бабушки. Он нашел старый дневник, спрятанный в ящике стола. Дневник принадлежал бабушке. Габриэла начала читать и обнаружила, что ее бабушка использовала музыкальную шкатулку для защиты дома от негативной энергии. Но один отрывок привлек его внимание. Коробка пробуждает самые большие страхи. Я использую ее, чтобы защитить себя, но также и для поддержания равновесия. Габриэла почувствовала дрожь. Что это значило? Она решила проверить это. Он прикоснулся к коробке и подумал о своем самом большом страхе – потерять Мару. Внезапно зазвонил телефон. Это была Мара. Она плакала. «Габриэла, с моей мамой произошел несчастный случай», – сказала Мара. Габриэла чувствовала себя виноватой. Ящик был опасен. Ей нужно было лучше понять свою силу. Габриэла провела остаток ночи, читая дневник и исследуя коробку. Он обнаружил, что мастер создал всего 5 шкатулок, и все они обладали мистическими свойствами. Осталась только бабушкина шкатулка. Теперь Габриэла знала, что ей нужно быть осторожной. Коробка была не просто предметом, она была ключом к неизведанному миру. И Габриэла была полна решимости раскрыть все его секреты. После этого открытия Габриэла плохо спала. Связь между коробкой и страхами людей пугала ее. Она решила узнать больше о мастере и других коробках. Возможно, он сможет найти способ контролировать силу коробки. На следующий день Габриэла посетила эксперта по духовной истории, профессора Оливейру. Он был мудрым и опытным человеком. «Профессор, у меня есть старая музыкальная шкатулка», — сказала Габриэла. Говорят, она пробуждает самые большие страхи людей. Профессор Оливейра выглядел серьезным. Эта шкатулка опасна. Ее создал мастер с духовными способностями. Перед смертью он проклял ее. Габриэла вздрогнула. «Что я могу сделать, чтобы это остановить?» «Вам нужно понять силу коробки», — сказал учитель. «Это врата в духовный мир. Если вы не контролируете его, мстительный дух вырвется на свободу». Габриэла испугалась. «Как я могу это контролировать?» «Вам нужно найти баланс», — сказал учитель. «Коробка — это инструмент, а не игрушка. Нужно уважать ее силу». Габриэла покинула встречу, полная решимости найти равновесие. Она часами изучала дневник своей бабушки и исследовала творчество мастера. Он обнаружил, что шкатулка была всего лишь частью древнего ритуала. Ночью Габриэла вернулась в дом бабушки, чувствуя себя более подготовленной. Она поднялась в свою комнату и посмотрела на коробку. Внезапно он услышал странный шум. Коробка открывалась сама собой. Габриэла испугалась. Что происходит? Звук коробки заполнил комнату. Габриэла почувствовала чье-то присутствие вокруг себя. Мстительный дух вырвался на свободу. «Мне нужно это прекратить», — решительно заявила Габриэла. Но было слишком поздно.
Дух уже был свободен. Габриэла почувствовала холодок по спине. Она знала, что нужно действовать быстро, чтобы избежать трагедии. Габриэла попыталась взять дух под контроль, но было слишком поздно. Дом был окутан густой тьмой. Предметы двигались сами по себе, а двери захлопывались. Обеспокоенная Мара позвонила Габриэле. «Габриэла, что происходит?» — спросила Мара. «Мстительный дух вырвался на свободу», — ответила Габриэла дрожащим голосом. «Мне нужно найти способ остановить его». Мара предложила помощь. «Я уже в пути». Габриэла ждала прибытия Мары, стараясь сохранять спокойствие. Когда прибыла Мара, они решили объединить усилия, чтобы противостоять духу. «Что мы можем сделать?» — спросила Мара. «Мне нужно найти ритуал, чтобы закрыть духовную дверь», — сказала Габриэла. «В дневнике моей бабушки наверняка есть подсказки». По мере того, как они искали, дух становился все более агрессивным. Вспыхивали огни, в воздухе летали предметы. Габриэла и Мара убежали, чтобы избежать удара. Внезапно Габриэла нашла подсказку. Ритуал нужно провести в полночь. Мара посмотрела на часы. Осталось 15 минут. Габриэла и Мара приготовились. Они собрали свечи, благовония и святую воду. В полночь они начали ритуал. «Мстительный дух, вернись на свое место!» — крикнула Габриэла. Дух ревел, сопротивляясь. Но Габриэла и Мара настояли. Внезапно комнату заполнил яркий свет. А потом — тишина. Дух был взят под контроль, но опасность еще не миновала. Габриэла знала, что ей нужно уничтожить коробку, чтобы избежать будущих проблем. «Пора положить этому конец», — решительно заявила Габриэла. Мара согласилась. «Давайте сожжем коробку». Но, приблизившись к ящику, они почувствовали необъяснимое сопротивление. «Что происходит?» — спросила Мара. «Дух не хочет быть побежденным», — ответила Габриэла. И в этот момент ящик снова открылся. Габриэла и Мара испуганно переглянулись. Коробка снова открылась, и мелодичный звук наполнил комнату. Но на этот раз все было иначе. Звук был грустным, как плач. «Что происходит?» — спросила Мара. «Дух прощается», — ответила Габриэла. «Он знает, что его время истекло». Габриэла и Мара решительно подошли к коробке. Они знали, что пришло время положить конец этому кошмару. Они осторожно подняли коробку и отнесли ее в сад. Ночь была тихой, тишину нарушал лишь звук шкатулки. Габриэла и Мара вырыли яму и почтительно поместили туда коробку. «Пришло время освободить тебя», — сказала Габриэла. Мара зажгла спичку, и пламя охватило коробку. Мелодичный звук превратился в тихое потрескивание. Мстительный дух был освобожден и, наконец, обрел покой. Габриэла и Мара с облегчением обнялись. В доме не было зла. «Спасибо, что вы здесь», — сказала Габриэла. Мара улыбнулась. «Я всегда буду таким». После нескольких минут молчания Габриэла заговорила. «Теперь я могу жить без страха». Мара согласилась. «Ты свободен». Дом бабушки, теперь свободный от кошмара, был готов к новому этапу. Габриэла и Мара вошли, готовые начать новое путешествие. Итак, тайна музыкальной шкатулки была разгадана, и в дом вернулся мир. Габриэла узнала, что некоторые секреты лучше забыть, но мужество и дружба способны преодолеть любые испытания.